В этом видео я попробую все уникальное меню в корейском Макдональдсе. Считается, что Макдональдс во всем мире одинаковый, но в странах Азии этому гиганту фастфуда приходится подстраиваться под вкусы местного потребителя. А значит, сегодня мы попробуем разного рода экзотические бургеры и закуски. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть бургеров, мороженое, Орео Макфлури, моцарелла, 2 завертона, чай и соус. Блин, офигеть, сколько здесь калорий, страшно представить. Вот такой вот огромный чек. Мне кажется, они офигеют собирать такой огромный заказ. Первое, что мне отдали, это мороженое. Я напоминаю, у меня с клубникой. Что-то я не подумал, надо было, наверное, его в конце заказать. Я имею в виду отдельным заказом, потому что оно уже тает. А я еще даже бургеры не попробовал. Очень вкусный пломбир с такой очень яркой ноткой клубники. Но клубника не кисленькая, а прям такая очень сладкая. Не, я бы сказал, в меру сладкая. Мне очень нравится. Как десерт, очень даже неплохо. Я это мороженое все есть не буду, но давайте попробуем вот эту вот вафельку. Ну, она как везде. Вот такая вот у нас большая еда. Давайте первым делом, после мороженого уже, попробуем сырные палочки. Потому что, когда они остывают, потом, ну, есть их как бы нет смысла. Тест на сыр. И тест на сыр пройден. Хорошо тянет, смотрите, даже не рвется. Заодно узнаем, вкусный ли сыр в Корее. Очень даже вкусный. Я, честно говоря, даже не чувствую разницу. Мне кажется, это вообще беспроигрышный вариант. Если вы приходите и не знаете, что заказать в Макдональдсе, заказывайте сырные палочки. Самое время попробовать соус. Я напоминаю, это кайчун соусы. Здесь он так называется. Ой-ой-ой, потекло. Что-то я, видать, нажал не туда. Судя по упаковке, это типичный Хайнц, только который делается специально для Макдональдса. Вы знаете, а он остренький. Это очень вкусный соус. Здесь как будто бы смешали немножко сырного соуса. Скорее всего, здесь есть кочудян и что-то еще, не могу понять, что. Возможно, здесь есть горчица. Очень вкусный соус. Я прям рекомендую его. Картошке зайдет вообще идеально. Это одобрено. Но имейте в виду, он достаточно острый. Даже я вот так сейчас непривычки чувствую, как у меня во рту весьма сейчас островато. И самое время, давайте протестируем вот этот чай. Знаете, часто говорят, что в Корее слишком сладкие напитки. А здесь прям очень хорошо. Все в меру, не приторно. Очень яркий персиковый вкус. А еще мне нравится, какой здесь стакан. Не вот это, знаете, хлипенький, который легко прогибается стаканчик из пластика. Здесь тоже пластиковый стакан, но он такой типа граненый, смотрите. Забавно, что он такой прочный. Я так понимаю, что на вынос вам его вряд ли дадут. Но он очень качественный, прям и не прогибается, он прям плотный. За это лайк однозначно плюс. Я знаю, что есть целая категория людей, которые в Макдональдс ходят чисто из-за вот этого десерта, который называется Макфлури. Я скажу честно, я никогда не был его поклонником, но мне очень нравится упаковка. И здесь его делают в том числе из печенья Орео. Я знаю, что у многих ассоциация с таким десертом, как Орео, они происходят именно с ассоциацией с Кореей. Но, насколько знаю, Орео не производится, ну, имеется в виду изначально не из Кореи. Хотя я могу ошибаться, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Но что мне первое бросается в глаза помимо упаковки, что мне дали вот такую вот странную ложку. Смотрите, она какая-то квадратная на конце, какой-то здесь держатель. Такое ощущение, что как будто бы ты сначала это все дело ешь именно ложкой, а потом как будто ты должен, не знаю что, пить его или как. Возможно, я что-то не до конца понимаю. Без понятия, короче. Скажите, что делать, ребята? Выглядит как какое-то месиво просто. Ну, я так понимаю, это очень вкусно, раз у этого десерта очень много поклонников. Давайте пробовать. Я не уверен, что это уникальный десерт корейского Макдональдса, но я пробую это, по-моему, второй раз в жизни всего.
Слушайте, это так вкусно. Друзья, короче, это реально вкусно. Я теперь понимаю, почему много поклонников у Макфлури. По факту это мороженое. Здесь встречаются достаточно большие кусочки вот этого шоколадного мороженого Орео. Яркий вкус Орео. Мне напоминает это, знаете, такое классическое эскимо. Вот если его взять, сломать, немножко подплавить, наверное, это будет похоже. Но только с явным вкусом Орео. Блин, это вкусно. Я прям в восторге, если честно. Короче, Макфлури однозначно лайк. Давайте переходим к другой закуске. Возьмем завертончик. Я думал, он небольшие. А они, видите, смотрите, размером очень маленького. Просто выглядит это как, знаете, как какая-то шаурма. Она по факту это мини-тако, что ли. Ну, давайте вскроем. Ну, как я и говорил, это очень похоже на тако. По факту это просто лаваш, в который завернута котлета, тут соус и салат. Меня больше удивил размер. Вот этот вот завертончик, он чуть меньше, чем моя ладонь. Но это не важно, важен вкус. Типичный вкус стандартного Биг Мака, но только в лаваше. Типа, наверное, более ПП вариант, не знаю. Немножко суховато, если честно. Как будто бы хочется больше соуса, но здесь такой соус достаточно мощный, что его, если больше добавишь, то, наверное, будет только один вкус соуса. А сейчас в игру вступил жареный лучок, и стало намного лучше. Прям намного. Это вкусно. И с лучком уже кажется не так сухо. Настало время попробовать второй завертончик, и этот уже идет шанхайский с курицей. И мне прям не терпится попробовать, потому что с чего вдруг в корейском Макдональдсе затесалось что-то шанхайское. А Шанхай, напоминаю, это город, точнее даже не город, а супер огромный мегаполис в Китае. Ну, выглядит это достаточно скромнее, чем предыдущий, скажу честно. А хотя нет, здесь есть зато бекончик. И прикольно, здесь какой-то другой соус. Пахнет фритюром. Oh, what a surprise! Короче, устройство этого завертончика тоже очень простое. Листья салата, жареная курица, бекончик и соус белый. Я подозреваю, он либо чесночный, либо просто какой-нибудь белый соус на основе майонеза. Смущает размерчик этого всего. Ну, если в качестве перекуса, то почему бы и нет. Пробуем. Я пытаюсь понять, в чем Шанхай в этом вкусе. Пока не могу понять. Такой же сухой, несмотря на то, что соуса вроде бы не пожалели. Однозначно только с напитком данные завертончики есть. Все-таки он тот лучше. Там жареный лучок, там сочнее, там не так все это сухо кажется. Вот это мимо меня. А вот тот, окей, тот нормальный. Это такой себе. И наконец-то мы добрались до бургеров. Давайте начнем с классики. А именно McCrispy Classic Burger. На картинке он не выглядит как классический бургер именно из Макдональдса, поэтому я его заказал. Сейчас будем пробовать и делать выводы. Хо-хо-хо-хо-хо. Не знаю, в чем это классика, потому что я такой бургер в Макдональдсе вижу впервые. Здесь еще, обратите внимание, какая-то полоса специальная. А еще тут прям огромный кусок курицы, много соуса. И, как ни странно, репчатый лук. Лук я обожаю. Но меня что больше радует, что здесь настолько большой кусок курицы, что он аж вылазит вот за пределы булки. И мне такое нравится. Как мощно хрустит курица. Надо побольше соуса и лучка. Это очень классный бургер. Но мне не хватает, возможно, маринованных огурчиков. Очень вкусно, но немножко суховато. Мне вообще порой кажется, что, наверное, специально в таких заведениях, как Макдональдс, либо Бургер Кинг, делают бургеры суховатые, чтобы ты еще обязательно заказал к нему напиток. Но сочетание именно вот в данном бургере очень классно. Оно максимально простое, стоит он недорого, большой кусок курицы, лучок, который так же, как и курица, похрустывает. И здесь он именно отрабатывает свое название вообще на все 100. Но не хватает все-таки овощей. Не знаю, я бы добавил сюда помидорку хотя бы. Ну, чтобы что-то было такое, знаете, освежающее. В любом случае, мне этот бургер очень нравится. И дальше мы пробуем бургер с креветкой. Но здесь не просто бургер с креветкой, а с какой-то невероятной креветкой. Поэтому давайте раскроем, посмотрим. Здесь, знаете, не креветка, здесь просто обычная котлета, которая, скорее всего, сделана из креветочного фарша. У меня всегда, знаете, большая претензия к тому, что эти бургеры не так круто выглядят, как на картинках обычно. И завернуты в бумагу, они такие, знаете, немножко скомканные, как будто бы. Здесь соус сладковатый. И, кстати говоря, это пока что самый сочный бургер из тех, что мы вот уже попробовали. А я попробовал всего один. В целом мне нравится, но мне не особо нравится соус. Сладкие чили
но добавили, я вижу, майонезика. И как-то он как будто бы немножко потерялся, и осталась чисто сладость. Вот этот сладкий чили соус считается классикой к жареным креветкам. Но, блин, почему-то сейчас вот из-за вот этого соуса вкус креветки не чувствуется вообще. И это как-то грустно. Но я так подозреваю, он подороже будет, чем предыдущий. А нет. Я думал, что этот будет бургер подороже, но он оказался подешевле, но не намного. Всего лишь на 400 вон. Ну, не знаю, попробовать окей, но я бы такой не заказывал. И не рекомендую вам, ребят. Очень странное сочетание, креветки не чувствуются. Единственный плюс то, что он самый сочный пока что. Я немного был сначала удивлен, что почему-то бургер с креветкой стоит не так дорого, как все остальные. А потом вспомнил, что на самом деле зря я удивляюсь, что в Корее все вот эти вот вещи с морепродуктами, я имею в виду именно в переработанном варианте, они стоят недорого. Здесь недорого стоят креветки, здесь очень дешево стоят устрицы. Просто в России обычно все, что с креветкой, оно сразу x2 по цене. Здесь же это правило не работает. Поэтому это можно тоже отнести к плюсу того бургера. Так, на очереди у нас шанхайский бургер. Та самая уникальная позиция, которая из бургеров есть именно только в Корее. Мы уже попробовали один завертончик со вкусом Шанхая. Я его там не понял, может быть, не почувствовал. Сейчас посмотрим, как это реализовано в бургере. Блин, тут, короче, ребят, все очень плохо. Я все поломал. Но я не специально, ребят. Скажу честно, мне не нравится, что вот это, конечно, не бургеры Гордона Рамзи, которые вы смотрели в одном из предыдущих роликов, где все так красиво, четенько выложено, аккуратненько. Здесь, видите, все вываливается, и, короче, это все надо есть в вот этой вот бумаге, не вытаскивая из нее. У меня руки уже все чумазые. Это первый бургер из сегодняшних, который я пробую, который мне придется есть вот так. Но, возможно, он вкусный. Как и в шанхайском завертоне, здесь сочная курица. Только здесь уже положили помидорку, много этого майонезного соуса. А, он еще острый. Вот сейчас я почувствовал, здесь острая панировка. Короче, так же, как и шанхайский завертон, максимально сухой, несмотря на то, что здесь очень много соуса, большое количество салата и помидор, его вообще не спасает. Могли бы назвать и пусанский бургер или какой-нибудь там, не знаю, сеульский бургер. Короче, неважно, я не совсем понимаю, почему в Шанхай. Возможно, это из-за того, что здесь острая панировка и все. Возможно, в Шанхае вся курица делается в острой панировке. Короче, мне этот бургер вообще не нравится. 2 из 10. Мы наконец добрались до последних 3 бургеров, и все они уникальные. В данном случае это пульгоги бургер. Я взял версию именно с 2 котлетами, то есть дабл. Я уже пробовал пульгоги бургеры в других сетях именно фастфуда, конкретно в Лотерии, может быть, вы видели ролик. И там, в принципе, это было вкусно. Сейчас посмотрим, какой вкус у данных бургеров в Макдональдсе. Но подозреваю, что не сильно будут отличаться. Все-таки вкус пульгоги — это такой достаточно мощный вкус, который сложно испортить. Вы знаете, пока что это самый красивый бургер. Я в том плане, что он выглядит прям как что-то интересное, во-первых. Во-вторых, он не выглядит как, знаете, такой, просто раздавленный бургер в этой бумаге. Он все равно держит форму. Здесь, кстати, булочка другая. Я подозреваю, это, знаете, классическая булочка, которая используется для классических чизбургеров в Макдональдсе. Я знаю, много есть людей, для которых маковский чизбургер — это вкус детства. Мне нравится, как это выглядит. Видно, что он очень сочный. Давайте пробовать. И тут еще 2 котлеты. Странно. Давайте еще один укус. Друзья, это самый сладкий бургер, который я сегодня съел. И знаете, вкус пульгоги чувствуется. Очень хорошо чувствуется. Но он, слишком сладкий здесь. Пульгоги не такие сладкие. И из-за этого не чувствуется ни сыр, ни овощи. Даже котлета не чувствуется. Что-то я расстроен. Выглядит классно. Булка мягкая, вкусная. Но вот этот соус то ли переборщили, в принципе, с количеством, то ли он сам по себе у них такой супер сладкий. Давайте отдельно попробуем, кстати. Возьму сухую сторону соломинки. Вот только я попробовал сейчас соус. Поначалу яркий вкус пульгоги, а потом, сахар. Вот просто резкий вот этот барахло. Несмотря на то, что это уникальная позиция, вы сможете попробовать пульгоги бургер только в корейском Макдональдсе. Я не рекомендую это делать, только потратите деньги зря и будете немножко расстроены. А те, кто до этого не ел настоящий пульгоги, и вовсе скажут, что это вот тот легендарный вкус корейских пульгоги, фу. И, короче, не покупайте этот бургер.
фигня. Знаете, где я готов вам порекомендовать попробовать пульгоги бургер? Непосредственно в корейской сети бургерных Лотерия. Там вкусный пульгоги бургер. Если не смотрели мой обзор, я ссылочку оставлю в описании. Вот посмотрите, там, во-первых, и выглядит это намного поинтересней. Плюс там используется мясо хану, там написано хану. Хану — это корейская говядина, очень сочная, мраморная. И там все нормально с соусом. Здесь же что-то прям ужасно. Мне прям не нравится. И я вам скажу так как это Макдональдс, неважно, в Сеуле вы будете пробовать, либо там в Пусане, либо там еще где-нибудь, в Кёнджу каком-нибудь, везде будет вот такой вот сильно приторный соус пульгоги, который даже перестал быть пульгоги. Ладно, давайте дальше. А дальше у нас это Double Burger 1955. 1955, я не знаю, есть ли он еще где-нибудь в каких-то странах, потому что когда я гуглил, я понял, что он есть только в Корее. И фишка его в том, что, как я уже сказал ранее, они воссоздали тот самый вкус, который был на заре появления Макдональдс. То есть, когда он только появился, вот был именно вот такой вкус. Ну, большой бургер, кстати говоря. О, смотрите, здесь прикольно сделали, специально, чтобы не разваливался, вот такое вот кольцо бумажное. И, судя по всему, это, видать, какая-то там суперпозиция, которую они вот стараются в том числе и красиво подавать, не развалившимся, не смятым, как предыдущие. Прикольно, очень большой, кстати, бургер. Ну-ка, посмотрим, что внутри. Внутри очень много салата. Но, насколько знаю, по-моему, в оригинальные бургеры салат не клали. Более того, даже есть фильм такой «Основатели», там сцена была, когда этот человек, который все эти бургерные популяризировал, на одного из своих франчайзи ругался, что тот добавил салат в бургер. What is this? Huh? What is that? Look at that. Lettuce. Really? Could we talk about this? Бургер выглядит красиво. Мне нравится. Здесь есть бекончик, что немаловажно. Очень много салата. Есть помидорчик. Жареный лук еще есть. И пахнет интересно. Это первый бургер, в котором отчетливо чувствуется вкус говяжьей котлеты. Жареный лучок – очень важный ингредиент в бургерах Макдональдса, я так считаю. Когда я сделал первый укус, мне показалось сухо, потому что булка, сухая котлета, их здесь две. Но вот сделал второй укус поглубже, там, где вот лучок, там, где соус, где салат, где помидор, сразу стало сочно. Мне кажется, это в принципе беда всех Макдональдсов. Во всем мире, я имею в виду, что у них всегда очень сухая котлета. Вот я сейчас оторвал кусок. Просто пустыня. Максимально пересушенная котлета. Но в совокупности, вот в таком виде, очень даже неплохо. Этот бургер мне очень нравится. Тут очень хорошо подобран соус. Не перебивает вкус. Не перетягивает это дело на себя. Он нормально гармонирует с котлетой, с булкой. Он не затеняет овощи. Я хорошо чувствую помидорчик, лучок. Пока что, наверное, это самый удачный бургер. Но запивать напитком по-любому придется. Ну что, остался последний бургер, и это крем пармезан бургер. Тоже, кстати говоря, из серии 1955. Напоминаю, это уникальный вкус и уникальная позиция для корейского Макдональдса. Тут, кстати, тоже прикольно все вот в этом кольце. Единственное, что я бы, наверное, на их месте не так упаковывал, потому что, когда разворачиваешь, он у тебя вверх ногами лежит. Кажется, я понял, в чем уникальность корейского Макдональдса. Она заключается в том, что здесь очень много листьев салата. Ну, реально, мне кажется, прям перебор. Вот в большинстве случаев, именно в большинстве бургеров, из-за этого салата все вываливается. Мне кажется, если положить его меньше, будет лучше. И по вкусу будет лучше, потому что он сильно, на самом деле, не влияет на вкус. Сочности он особо не дает. Но зато, блин, он весь вываливается, и это выглядит некрасиво. Что мне здесь нравится? Большое количество лука. Здесь лук жареный, вот такой вот обычный. Здесь есть жареный, который в панировке. Здесь есть бекон, здесь есть помидор. Здесь есть большая котлета. Все это выглядит достаточно сочно и вкусно. Что-то, мне кажется, этот бургер мне понравился больше всего. Кстати говоря, не совсем понятно, а почему он называется пармезан? Не вижу здесь пармезан, но, возможно, он в соусе. Все разваливается. Итак, первый укус. Сразу с первого укуса это очень вкусно. Несмотря на то, что здесь такая же котлета, как в предыдущем бургере, он не кажется суховатым. Соус очень вкусный. Здесь два соуса, кстати. Какой-то белый, перченый, вкусный. И сверху вот этот вот такой оранжевый, не знаю, что это за соус, кисловатый. Жареный лук творит чудеса. Это самый вкусный бургер, который я пробовал на сегодня. Вот прям
Действительно, все здесь хорошо. И баланс, вкус, и соусы. Рекомендую. Все-таки, знаете, жареный лук – это прям отличное решение. Добавляет сочности, появляются такие дымные нотки. Здесь же еще есть бекончик. И они так все это отлично гармонируют между собой. Образуется некая синергия. Это все равно по-прежнему суховатый бургер. Но из всех предыдущих здесь вот эта сухость чувствуется меньше всего. И это реально самый вкусный бургер, который я пробовал сегодня. И я уверен, что в основном меню нет вкуснее бургера, чем этот. Поэтому будете в Корее и каким-то чудом вас занесет Макдональдс. На мой взгляд, потому что Макдональдс это не самое обязательное место, куда надо идти есть, находясь в Корее. Но, тем не менее, если вы зайдете в Макдональдс, заказывайте именно вот этот бургер. Он, кстати говоря, не сильно, по-моему, дорого стоит. Сейчас покажу вам. 8400 вон. Это примерная цена, такая средняя цена бургеров в Корее. В какой-нибудь лотерее примерно так же будет стоить подобный бургер. Друзья, несмотря на то, что это корейский Макдональдс, здесь те же самые проблемы, а именно супер сухая котлета, вот эта вот стрёмная бумага, в которых все бургеры в итоге смяты и выглядят некрасиво, из них все вываливается. Очень странное сочетание этих соусов. Это не только в Корее, это везде такая есть проблема. Но так или иначе, все равно есть очень вкусные позиции. Я о них уже сегодня вам рассказал. Еще что мне понравилось, что в Корее Макдональдс очень дешевый. Я за весь этот чек отдал 56 тысяч вон. Вы видели, какое количество еды я заказал. Если хотите бюджетно перекусить, то вам как раз таки в Макдональдс. Надеюсь, видео вам понравилось. Я, кстати говоря, могу снять такой же обзор на корейский KFC, либо на корейский Burger King. Поэтому, если вам эта тема интересна, обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Ну и, конечно же, поставьте лайк. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и увидимся в следующих роликах. Всем пока!